Друзья, всем привет! Это Саша Сова, певица и преподаватель вокала! И я только что вернулась с концертов Linkin Park, с 2. И хочу вам рассказать, как все было. Да, это был сложный путь, у меня не было возможности взять шенгенскую визу, но у меня есть американская виза, поэтому я решила, что я не могу это пропустить. Приезжаем в аэропорт. Регалась на свой рейс. Прикиньте, девочка была за стойкой регистрации, которая работает в спортзале, в котором я тренируюсь. Молодец какая. Джахает на нескольких работах. Очень быстро я прошла контроль. Очень злой дядюшка был на досмотре. Ну и ладно, настроение у него плохое. В 5 утра стоять я бы тоже устала. Ютик тут немножко поменяли у нас в Белграде. Какое-то новое кафе поставили. Мы приземлились в Нью-Йорке. Полет прошел нормально, но было холодно, как в морге. Я ходила несколько раз за одеялом, только с 3-го раза мне дали. И это путешествие было смесью восторга и разочарования. И сейчас расскажу почему. Второй концерт, на который мы попали в Филадельфии, мы подготовили за полгода. Мы купили билеты очень рано с подругой. Она взяла нам билеты в Филадельфию еще, кажется, зимой или в самом начале зимы. А в нью-йоркский концерт мы уже захватили, когда я уже прилетела в Америку, и мы увидели, что там все-таки появились какие-то билеты, и почему бы и нет, если мы находимся в Бруклине, мы живем в Бруклине, почему бы не доехать до Баркли центра и не посмотреть, да, хотя бы одним глазком. Мы готовимся идти на Linkin Park, да, Оль? Нам уже выходить, а мы еще не готовы, но... Не слышно ничего. Я забыла курилку, вот на тебя смотрю. Почему ты меня не забыла? Курилка идет рядом. Мы на месте, мы на месте, мы на месте. Она у цели. Баркли Центр. Ждем. Вот наша секция 207. Похоже на выход в туалет. Пойдем посмотрим. Воу-воу-воу. О май гад. В Филадельфии у нас был VIP-пакет и фан-зона прямо перед сценой, а в Нью-Йорке вот как раз мы взяли оставшиеся трибуны. Я была очень сильно excited, хотя я ничего так сильно не ждала, я знала, что это будет где-то далеко, но мне даже понравилось расположение. Потом, сейчас в процессе я расскажу, почему мне это понравилось. Было видно очень хорошо, сцена находится по центру, обзор прекрасный. Это не так, как, знаете, где-то вдалеке стоит сцена, и ты там что-то пытаешься разглядеть. Нет, кстати, когда артисты ставят вот так фан-зону вокруг сцены, это очень круто, это очень удобно, как будто бы меньше толпа, больше обзор, мне очень это понравилось. Но огромный минус таких площадок хоккейных, да, это были хоккейные стадионы, это абсолютно какой-то расфокусированный звук, нету какого-то общего звучания, это было что на первом концерте, что на втором концерте. Я не знаю, как было в Европе, ребят, кто был в Европе, пожалуйста, расскажите мне, как вам, потому что я слышала, например, от своих коллег, кто был вот где-то не в Европе, но где-то, кажется, в районе Эмиратов, что ли, или Саудовской Аравии, я вот не помню, говорят, что там тоже был не очень звук, и вот мне интересно, это вот какая-то особенность их сетапа или чего-то, но, короче, расслабиться полностью и погрузиться в музыку не получилось, и это прям очень, правда, мешало процессу. В Нью-Йорке у Эмили были немножко технические какие-то сложности с гитарой. Но
пела она все равно хорошо, но как будто бы действительно нью-йоркский концерт как-то тяжелее прошел, хотя он был очень вайбовый, мне все равно понравилось. Конечно, безусловно, слышно, что она классно поет, Майк классно читает, они все классно играют, есть какая-то общая звуковая проблема, на которую пришлось как бы уже подзабить. Ну там, да, были проблемы у нее с гитарой, она же играет тоже, и это очень прикольно, кстати, ей очень идет, она вся такая дерзкая, резкая девчонка. И в Нью-Йорке еще была такая интересная история, как выбор интро для песни Numb. На самом деле в Филадельфии тоже такое было. Как было, Майк предлагает фанату из зала назвать любую цифру из 3, и фанат, по-моему, назвал цифру 3, и это было интро версии Numb с Jay-Z. Рэп-версии песни Numb. Я думаю, что вы все ее знаете, но это было очень классно, с учетом того, что Jay-Z тоже из Нью-Йорка, и вообще это такая вот бруклинская тема, это очень классно было. Конечно же, в Нью-Йорке меня абсолютно жестко просто поразило, как Эмили спела Lost, я просто растаяла, это было нечто потрясающее, мне даже, наверное, на глазах слезы наворачиваются, потому что там как раз нету вот этой сильной инструменталки, там только Майк играл на фортепиано, и она пела, и вот когда не было инструментала, слышно вокал было хорошо, и это просто что-то невероятное, я не представляю, если бы они классно отстроили звук, я не представляю, насколько бы мощнее был перформанс. Сейчас давайте я вперемешку расскажу про Филадельфию и потом сделаю какие-то общие вот выводы. У меня еще есть что сказать о Нью-Йорке. И на том концерте они играли 27-28 песен, отличался сет-лист одной песней, и вот сейчас расскажу как раз в этот момент, какой песней он отличался. В разных городах они немножечко меняли сет-лист, они не меняли особо порядок песен, ну так, мог он, конечно, немножечко скакать, но вот в некоторых городах, типа в Бостоне, они, например, играли Given Up. Я была в Бостоне как раз в те дни, когда они там играли, но я не ходила на концерт, к сожалению, я очень сильно об этом жалею, на самом деле, что я не пошла 3-й раз, в том числе из-за Given Up, мне было очень интересно послушать, как Эмили это поет, но, в общем, разница была только как раз в одной песне. Ну и интересно было бы, кстати, еще звук послушать, потому что ребята из Бостона говорят, мои друзья, что было, в принципе, неплохо по звуку в Бостоне. Но вот как раз я сказала, что Эмили как-то очень гениально спела Lost, и там дальше еще у них есть такой 3-й акт, где у них, значит, акт — это песня Where Do You Go, Waiting for the End и Castle of Glass. Вот эти 3 песни, Where Did You Go, это песня сольного проекта Майка Шиноды, сайт-проекта Fort Minor. Я думаю, что вы знаете. Очень известная песня, но как-то забытая, и Майк сказал, что это был запрос Эмили, просьба Эмили исполнять эту песню в туре. И вот этот концепт, когда она поет Where Did You Go, Where Do You Go, я не могу никак выговорить, Where Do You Go, Waiting for the End и Castle of Glass.
Друзья, простите меня, пожалуйста, что я сейчас скажу такую вещь, но это намного более эмоционально и пронзительно звучит. Я сейчас скажу страшную вещь, меня просто распнут. Чем я слышала, лично для меня, чем я слышала у Честера. Честер, по-моему, не пел Where Did You Go, но Waiting for the End, Castle of Glass. Это было так красиво, это было так трогательно, и вот эти высокие песни на Waiting for the End, это просто ты стоишь, и я не знаю, мне как будто реально, типа, вот я так себя чувствовала, когда, я не знаю, первый раз попала на концерт любимой группы ever. Во мне это столько подростковых, знаете, каких-то таких эмоций возбудило, скажем так, да, так разбудило. Это было очень впечатляюще. То есть вот эта связка, ее нельзя людям показывать, это слишком эмоционально, особенно таким, как я. Вот в Филадельфии они этот блок немножечко по-другому закончили, то есть они не Castle of Glass закончили, они закончили его песней Lies, Greed, Misery, это уже песня из нового альбома. Она такая, конечно, поживее, она агрессивная, но она не такая вот депрессивная, как все вот эти три в Нью-Йорке, и, конечно, это что-то... Мы с подругой просто сидели, и это то, что оставляет след, и вот я даже начинаю листать свои видео в телефоне, и я начинаю прям мгновенно, у меня вот эти эмоции поднимаются, это, конечно, что-то потрясающее, я очень рада, что, несмотря даже на все вот эти фейлы со звуком, я испытала эти эмоции, потому что это что-то такое очень яркое и новое, чего давно не было, и я очень счастлива на самом деле. Также вот я говорила, что там был блок с песней Lost, и, получается, второй акт заканчивался песней One Step Closer, кстати, которую очень классно Эмили тоже поет. Потом идет был такой небольшой перерыв, и Lost была 17-й, кажется, песней, да, судя вот по плейлисту, который я смотрю. После Lost шла Over Each Other, это новая песня, и What I've Done тоже. Представляете, Lost не в классической, не в стандартной аранжировке, не в студийной, а именно просто под пианино. И потом подключается группа. Потом Over Each Other, где Эмили играет на гитаре, и это очень грустная песня на самом деле. What I've Done потом. И все. И меня можно выносить. И вот, собственно, это же и случилось как раз в Филадельфии. Такая, там, по-моему, такая же связка была вот этого третьего блока. Да, такая же связка. И потом идет песня Overflow. Тоже это новая песня. Это одна из моих любимых песен сейчас на самом деле. Я не знаю, меня этот альбом, их последний From Zero, он как-то вот подкидывает каждый раз какую-то новую песню, которую я люблю. Есть песни, на которые я не особо обращала внимание, вот Overflow была одна из них, но сейчас Overflow меня просто так вставляет, я такая, боже. На Overflow в Нью-Йорке они включили тему крестного отца. В Филадельфии The Roots была You Got Me. Вместе с этой песней шло интро как бы такое небольшое, да, и получается вот эти две связки грустных, они меня просто выбивают, то есть это настолько тебя потом расшатывает, то есть на самом деле сет-лист построен на такой достаточно эмоциональной качели, да, то есть прям блоками шли какие-то агрессивные песни, потом медленные песни, какие-то грустные, ну, в общем, это было очень круто, правда.
Мне очень жаль, что такая история вышла со звуком. Я просто думаю, что если бы попасть, я, наверное, буду чезить по возможности группу, насколько это будет возможно, где-то за ними ездить, где-то да хороший звук я найду. И успокоюсь, наверное, а может быть и нет. Вообще, конечно, Эмили, она хорошо справляется с агрессивной частью сет-листа, но все-таки она настолько сильна вот в лирике, хотя она сама вроде вся такая дерзкая девчонка, да, сейчас ты что-то. Но, конечно, ее лирический вокал, ее чистый вокал, такой в спич-манере, в очень простой манере, это просто что-то, я не знаю, ребят. Чем больше я слушаю, тем больше я вдохновляюсь. Я не знаю, почему эта история с Эмили меня настолько вдохновила. Я знаю, что, многие недолюбливают до сих пор, да, и мои коллеги недолюбливают, и как-то, но я не знаю, почему для меня это какая-то история, вот, я что-то чувствую больше в этом всем. Меня это радует, потому что, знаете, мы живем, и это какой-то такой, знаете, яркий вот элемент в жизни, вот представьте, ты как будто что-то такое увидел, вот, как в первый раз, и ты загорелся. Я, кстати говоря, вот давно такого не испытывала с музыкой. Как-то вот живешь, что-то новое вышло, послушал, обозрел, что-то там. А тут прям тебя переполняют эмоции, это очень круто. А в Филадельфии я уже была прямо у сцены. Так, друзья, мы едем на финальный концерт Linkin Park, ради которого в нашем путешествии. Не финале, надеюсь! Нет, в моем путешествии, да. В моем путешествии в Америку. Я, собственно, ради него сюда и приехала. Ради Blackpink, который был в начале поездки, и в конце поездки Linkin Park. Собственно, моя поездка строилась из этого временного периода. Но потом еще я вспомнила, что есть Леди Гага, Fallen Reverse, все за раз не обойдешь, придется приезжать еще, я думаю. Это я после своего вот этого с голодухи поняла, по концертам хочу сходить на все сразу. Не говори, я иду на Игги Попа, пока он живой. Тут на Linkin Park люди ходят, типа, вот так сидят, вот так. Зачем-то папа с сыном пришли, и очень просто, да, и типа, они там что-то сидят, подпевают, но ты настолько от этого отвыкаешь, потому что, в Европе, условно, концерты постоянно, а я живу в Сербии. В Сербии мало концертов, и только на карте, на атласе, только в Европе находится. Да. Вот, типа, стратегически она в Европе, но там суть в том, что только крупных артистов привозят российские промоутеры, которые теперь работают не в России. И вот кого привезут, там Рамштайн привозили, Эда Ширана привозили, 3 секунды Марса, и все люди объезжают Сербию. Вот, и это очень обидно, поэтому... Федекс бегает. Когда уже опоздал на 40 лет. Последние приготовления. Мы приехали. Собираемся. Там что-то говорят, какие-то ограничения по сумкам. Я надеюсь, что меня не выгонят с моей сумкой. Нам дали мерч, вип-мерч. Так, мы приехали на стадион. У нас вип-пакет. Вип-курочка, да. И нам выдали, как вип-участникам этого мероприятия, нам выдали вот мерч. Но, правда, один из айтемов, очень странно, что мы теперь будем весь концерт вот так ходить, потому что нас не выпускают в машину это отнести, так что мы теперь будем вот так вот. И этот концерт совершенно по-другому для меня смотрелся и слушался. Звук все еще был плохой. Но плюс здесь еще была фан-зона. Я не знаю, как было в остальных секциях, если вы были на этих концертах. Я знаю, что в запретграмме мне ребята писали, что были. Напишите, как вам слышалось, может быть, на трибунах было лучше. Но честно, когда ты вот прямо стоишь перед ребятами и видишь их лица, идет какая-то коммуникация, это, конечно, совершенно другой эффект, и ты придираешься намного меньше. И здесь уже был целый интро-перформанс. Они после разогрева, там был перерыв. Мы там, кстати, подрались почти с одной америкоской. Она напилась и что-то стала просить люлей. Знаете, бывают такие люди. И я была в шаге от того, чтобы их дать, но я сдержалась, я молодец. Там было целое интро. Gonna Fly Now, Eye of a Tiger и The Eagles Victory Song. Это песня, как бы гимн города и гимн команды футбольной Филадельфии.
и это прям сильный локальный вайб подняло, все начали это петь, то есть все начали прям разноситься, все были очень классные, вышел как бы вот получается вот этот персонаж как раз-таки в символе города, в символе команды. Это было очень прикольно, неожиданно. Я не ожидала, что они это сделают, потому что в Нью-Йорке этого не было. В Нью-Йорке вот просто они начали с интро Castle of Glass, и, собственно, все. Там потом только Майк что-то вот, что-то отдельное, какой-то у него был перформанс, рэп-перформанс с этим связанный, но в целом для Нью-Йорка ничего специально не было. И Эмили в Филадельфии пела очень хорошо. Правда, лучше, чем в Нью-Йорке, ровнее, спокойнее, увереннее она себя чувствовала, больше вайбила, больше как будто бы наслаждалась, может быть, внутри нее это было не так, но со стороны это выглядело так. Слышно ее было лучше. Я подозреваю, что в целом в Филадельфии, может быть, на трибунах действительно звук был лучше. Просто в фан-зоне звук всегда говно. В фан-зоне редко люди идут за звуком, в фан-зоне люди идут посмотреть, ну и, собственно, да, как-то оторваться, потанцевать. Кстати, про потанцевать это отдельно, я вам сейчас расскажу. И вот эта связка здесь была немножечко другая. Вместо как раз Castle of Glass была Lies, Great Misery, как я сказала. Но вот эта связка Where Did You Go и Waiting for the End, друзья, я не знаю, найдите видео, посмотрите хорошего качества в интернете. Это что-то невероятное, когда она вот это просто все. Это слишком круто. Это drop the mic просто. Может быть, это какие-то мои личные чувства и все такое, но это настолько красиво, что я говорю, я каждый раз, видите, типа, я настолько впечатлилась, что я прям рыдаю, типа, от этого, когда я это вспоминаю. Да, и Эмили действительно звучала и пела лучше, она просто как-то очень круто спела Heavy the Crown. I'm tired of explaining what the truth is. This is what you asked for. Она вообще очень, кстати говоря, я думала, что в целом у нее есть вот эта история с неточными нотками. В Нью-Йорке действительно были неточности. Я уже потом это увидела, когда я посмотрела видео на телефоне, потому что в моменте ты этого не замечаешь, а потом смотришь. Когда я стала смотреть видео из Филадельфии, там, все чисто. Там реально не было лажи вообще. Ну вот все, что я записала, было очень круто. То есть, видимо, при таком графике, как у них, конечно же, скорее всего, голос как-то себя то хорошо, то плохо чувствует. И Heavy the Crown, она прям идеально спела эту длинную ноту, как будто ей это было прям легко, она не особо напрягалась, она там что-то просто подошла, спела, разнесла и все. И после этой песни зал просто настолько пришел в восторг, то есть там прям вот я даже на видео смотрю, все такие аж встали, типа, офигеть, это было очень круто. Все люди начали скандировать Эмили, Эмили, все начали скандировать ее имя. И я не знаю, я этот кадр, по-моему, не записала, может быть, я найду в интернете, я обратила так внимание, ее близко сняли в этот момент, и на экране она прям плакала, то есть она расплакалась. Представляете, какое признание, потому что в интернете же ее продолжают очень жестко хейтить, хотя сейчас уже хейта меньше, все уже привыкли к ней. Но представляете, какая-то качеля, да, с одной стороны интернет, и где тебя просто смешивают с грязью, просто потому что ты не оправдал каких-то ожиданий чьих-то. И здесь во второй части жизни, где ты даешь концерты, и там 20, 30, 40 тысяч человек концерты, в Европе и по 80 тысяч стадион, там Уэмбли арена, там еще что-то, да, то есть, и все кричат Эмили, это, наверное, и она прям вот в этот момент видно, что она смущается, она такая, да нет, ну чё вы там, ну то есть, видно, что ей это все, конечно, еще в новинку, она от этого, знаете, не стоит как Филипп, вот эти аплодисменты. Вот это успех. Вот это успех. На 35-м году популярности. Я еще не могу привыкнуть к этим аплодисментам. Это овация, публика, она ждет меня. Я иду к ним. 45 лет я уже принимаю. Нет, она, конечно, еще вообще к этому, мне кажется, не привыкла. Ну и дай бог, чтобы она осталась такой приземленной девчонкой. Отдельно я хочу сказать слова о том, что, конечно, перформанс
как ни странно, очень интересный, хотя это перформанс-рок-группы, они не просто вышли и рубили, нет, это уникальная на самом деле история, и если вдруг у вас появится возможность, даже если вы не любите Linkin Park, я вам очень советую сходить, даже если вы вот просто для общего развития в вашем городе Linkin Park, друзья, не пожалеете денег, возьмите какой-нибудь, кстати, в особенности можете брать трибуну, потому что вы тогда увидите все шоу. Вообще, на самом деле, очень классная, абсолютно потрясающая сцена, мне кажется, это что-то такое очень технологичное, я такого особо не видела раньше, но мы не берем Рамштайн, потому что у Рамштайн там экстра технологии какие-то, они там строят Burning Man, просто фестивальную сцену, да, ну, то есть это совершенно другой масштаб. Я говорю вот именно про такие группы, не требующие вот этого огромного количества пиротехники и взрывов Тиля Линдеманна. Сама сцена, вот это та же сцена, которую вы видели в самом первом их концерте с Эмили, самой первой трансляции, все продумано до мелочей, то есть вот сама сцена, там двигается каждая ее деталь, там в сцену встроен свет. В сцену встроены лазеры, там абсолютно какое-то невменяемо крутое лазерное вот это шоу, прям очень интересно, я на самом деле первый раз такое вижу в таком количестве, и вот сидя на трибуне, получается, над этим шоу, потому что все равно до определенного момента эти лазеры доходят и до трибун, вот, и трибуны участвуют, а первый раз я сидела над и смотрела сверху, и это какой-то просто лютый перформанс в том плане, что свет работает вот прям. Это не просто сцена, это прям большая конструкция и вокруг сцены тоже. Это все очень круто, там есть вот момент, когда лазер как будто бы выжигает изображение на экране. Я не знаю, я найду, я не помню, в какой песне это было, я не знаю, получится мне это искать или нет, но это просто потрясающе, что ты так смотришь, думаешь, офигеть, вот это да, блин, это круто, ты от поп-артистов такое ожидаешь на самом деле, и у них сцена, получается, они сначала, сцена же круглая, да, люди стоят вокруг сцены, и, соответственно, Эмили сначала стоит с одной стороны, а Майк с другой, и потом они переносят аппаратуру, переносят барабанную установку и меняются местами, то есть при этом они оба ходят, но основной микрофон каждого стоит на определенной стороне, и я замечаю, что у них прям выверенные движения, то есть они в этот момент идут сюда, она смотрит туда, в этот момент там, да, то есть у них идет видеосъемка, интерактив какой-то, то есть очень круто. То есть если честно, я еще на Blackpink параллельно ходила в начале июля в Америке, и концерт Linkin Park без танцев и прочего куда интереснее, чем концерт Blackpink. Это я прям могу абсолютно точно сказать. Это очень круто наблюдать за всем этим. Браво просто Linkin Park. Вот эта сцена, это... Вот опять же, ребят, если будет возможность, обязательно сходите. И что меня, знаете, еще удивило сейчас в нынешнее время, там условно такие группы, как Bad Omens, не знаю, может быть, Poppy, да, там какие-то Fallen in Reverse, там, ну, разные группы, они используют большое количество плейбеков. Я не могу говорить за все команды, но я знаю, что в целом я вот даже когда сотрудничала, был у меня период, когда я немножко сотрудничала с концертным агентством, я замечала, что очень многие группы используют плейбеки, чтобы усиливать вокал вживую. И это на самом деле, если какая-то очень обширная инструменталка, это на самом деле даже отчасти, как мне кажется, необходимость, потому что вокал действительно может просесть. Если просел вокал на концерте, ну это прям все фиаско, да, это очень плохо. И я вот даже не знаю, какие-нибудь Эпика, они тоже используют, там, Амарант, вот какие-то даже вот европейские какие-то группы средние руки, да, очень многие используют плейбеки, а Linkin Park не использует плейбеки. При всей их электронности, да, у них, безусловно, там какие-то вставочки, где никто не поет, ни Майк, ни Эмили, что-то там есть, да, какие-то такие вещи, но меня удивило, что это полностью живой вокал, без поддержки фоновой плейбэчной, и, если честно, наверное, это был тот случай, когда жалко, что не было плейбэка, хотелось бы, чтобы он был, потому что вокала, вот мощи вокала, пробивающего сквозь инструментал, действительно не хватало, правда, это... Особенно Эмили, не знаю, Майка слышно хорошо было всегда. И тут дело было точно не в Эмили. Она отлично пела, это было слышно. Тут вот именно дело в какой-то сонастройке. Я уже действительно даже отвыкла от такого, но я вот была на концертах Рамштайн 2 раза, там прекрасно было слышно вокал. Я была на концерте 30 секунд до Марса, потрясающий звук был, да, здесь в Белграде.
Я была на Эдди Ширане, великолепный звук. Что случается с Linkin Park, я не понимаю, может быть, они говнари. Все возможно, потому что, когда была их первая эта трансляция, все хейтили Эмили, но то, что там лажала вся группа, просто как брыганы, как бы все уже забыли, видимо. Но, собственно, они поправились на самом деле, поправились в хорошем смысле, они уровень свой очень сильно подняли, сыгрались, потому что там же не только Эмили пришла, там новые музыканты, там барабанщик, да, там гитарист другой, поэтому, да. Вообще, я заметила еще такой факт, что они очень счастливые. Это очень чувствуется. И вот этот вот, знаете, вайб, то, что поднимаются какие-то эмоции, Майк очень счастливый, понятно, да, то есть это же его детище, Linkin Park, это его группа, его проект, он пишет музыку, он продюсирует, и видно, что он прям смотрит иногда на это все и такой, боже мой, прям вот он иногда в моменте стоит, и вот он как будто вот, второе рождение у группы, представьте, как это все могло дико провалиться, но это сработало, и я очень счастлива, на самом деле, что это сработало. Я не знаю, у меня вот эта история какие-то личные эмоции вызывает, я не могу понять, какие, но мне очень радостно за них, мне очень радостно, что они продолжили, и вот я чувствую эти эмоции, когда они дают интервью, я чувствую, между ними есть какая-то вот эта теплая связь, между Майком и Эмили есть очень теплая связь, то есть я вижу, что там какая-то завязка эмоциональная, вот очень сильная есть, это прям чувствуется, что они наслаждаются процессом, да, они жутко уставшие, Эмили там просто, Майк выкладывает постоянно фотки музыкантов, и Эмили там вечно под капельницей, да, вокалисты всегда больше всех отхватывают болезней, они все уставшие, уже столько концертов дано, но они счастливые, мне кажется, они классно себя чувствуют. Что я хочу сказать, кстати, о восприятии концертов. Я в Запретграме выкладывала некоторые кадры, и люди писали, а почему все сидят? Почему все такие спокойные стоят в фан-зоне? Почему никто не прыгает, не разносится, не слэмится? Почему все сидят? Потому что, ребят, смотрите, я за 3 недели нахождения в Америке сходила на Linkin Park 2 раза, а могла сходить раз 6. То есть вокруг Нью-Йорка. Я могла сходить в Нью-Йорке, в Нью-Джерси, в Филадельфии, в Бостоне, еще, то есть я могла сходить очень много раз. И с разницей в 2 часа, 3 часа езды, 4. И у всех машины, и это очень просто сделать, и ты можешь пойти на концерт, когда захочешь. Нет такого дефицита, как в восточноевропейских странах. В Европе этот дефицит, поменьше все-таки чувствуется, потому что все равно, разочек в год заеду, да, там, понятно, не в каждый город страны, но там, условно, в Евросоюзе, если эта история происходит, то там примерно такая же история, да, там из одной страны можно приехать быстренько или прилететь в другую за 50 евро, и проблем не будет, да, то есть это совершенно другой вайб, это мы голодные, да, до концертов. В Сербию вообще, мало кто приезжает, да, в Россию тем более, в Украину тем более, да, то есть сейчас в дефиците находится Восточная Европа в этом плане, мы не берем Польшу, Польша как бы все супер в этом плане, но тоже, окей, они приедут там в 1-2 города и все, да, и дальше что? Вот, а в Америке это просто вот, сегодня они играют здесь, поехали, а что-то здесь дороже, окей, давай в этот город поедем, да, и совершенно другое отношение к этому всему, и стоит это, конечно, каких-то, это очень больших денег стоят билеты, мы заплатили где-то порядка $400 за фан-зону, да, то есть, это прям совершенно другие деньги, нежели чем в Европе или в Восточной Европе, тем более, или в России, где ты там за 5000 рублей уже, что-то дорого. Кстати, вот у нас был General Admission с VIP-пакетом, с мерчом, и нам выдали вот этот VIP-мерч, и было очень забавно, там, получается, сумка, кстати, я вам сейчас покажу, там сумка, там вот кепка, мне не идет, но я не люблю кепки, знаете, вот с таким вот плоским козырьком, я люблю с выгнутым, но, собственно, как сувенир хорошо. Выдали, значит, нам вот такой плакат. Для каждого города делали отдельные всякие штуки. Это вот как раз, что типа это Филадельфия, 16 августа. Маркер вот такой. Вот такой вот VIP-значок красивенький. Вот такая большая спортивная сумка и магнитик. Но суть в чем? Нам не разрешили это в машину отнести. То есть мы не имели права с собой брать свои вещи, потому что только маленькие сумки были разрешены. Но вот это нам пришлось 4 часа держать. То есть пока ты заходишь, ты раньше должен прийти за вот этим в определенное время. Из-за этого ты приезжаешь раньше, ты стоишь
в зале, ты ждешь разогрев, и потом еще с этим тусуешься весь концерт. Это было дико неудобно. Слава богу, у этого есть ремень, но это было странно. Я очень ждала этого концерта, я очень ждала встречи с Linkin Park, и я, честно, несмотря на разочарование в звуке, а для меня это очень важно. То есть для меня очень важно раствориться во время концерта, наслаждаться. Да, мне очень обидно, что мне это не получилось сделать, но опыт все равно потрясающий. Я бы повторила его даже с таким же говнозвуком еще раз 50, честно. Просто потому что это все равно тебе поднимает какие-то эмоции, переносит в какие-то состояния, ты что-то чувствуешь новое и яркое. И именно потому, что ты вот что-то вот это вот яркое твой мозг чувствует, там, не знаю, цветочки взрываются, там бабочки, ты хочешь это снова и снова, и я очень рада, на самом деле, что со мной это произошло. Я не ожидала. То есть я надеялась, но я не ожидала. И, возможно, когда-нибудь я встречу где-то концерт их, где все-таки случится хороший звук. Потому что, ну, реально, мы можем сколько угодно обвинять Эмили Армстронг в плохом вокале, но она там далеко не причина проблем, да, вот то, что я увидела на 2 концертах. Она все вывозит очень круто, просто она в каком-то вот в балансе, она в минусе относительно группы, и это очень странно. Вот такой у меня получился короткий, но немножечко эмоциональный обзор. Ребята, я вам всем желаю попасть на концерт Linkin Park и вообще на концерты вашей любимой группы. Обязательно подписывайтесь на мои соцсетки, все ссылочки в описании, подписывайтесь в мою телегу, и увидимся в следующих видео. Пока-пока.